Привет, давайте с вами посмотрим, что на пороге у вас. Что у вас на пороге? 3 позиции. Первая позиция. Будете кайфовать, отдых какое-то, мероприятие, может быть, знаете, будете отмечать что-то, что вот вы добьетесь каких-то целей, да, и будете отмечать, что вау, наконец-то можно расслабиться, здесь какое-то расслабление, да, отдых. А здесь вы сделаете какой-то выбор, вы примете в сторону, знаете, после расслабления вы наполнитесь энергией, потому что здесь сначала отдых вас ждет, потом вы наполнитесь энергией и примете решение, что да, я хочу действовать, я хочу идти дальше, я хочу там больше, начнете думать, как это реализовать, вот, у вас силы появятся, вот, будете, может быть, какие-то планы продумывать, прописывать, вот, у вас появится энергия после отдыха новая вот эта вот желание, новая энергия вот это вот появится у вас, чтобы двигаться вперед. Что-то судьбоносное, какое-то событие судьбоносное вас ждет. Ну, знаете, вы можете по работе расстаться с какими-то людьми. Кто-то, может быть, уйти, уволиться, кто-то может, да. Какая-то женщина, она может уйти вот с работы, не знаю, почему поменять работу. Это не вы, это кто-то на работе. Кто на работе, да. То ли руководство сменится, то ли что-то. Ну, просто предложение поступит. У кого-то может такое быть, не знаю почему. Так, что еще у вас на пороге? А, Здесь какие-то... Как будто вы ждали чего-то, ждали, боролись, да, а здесь вы поймете, как нужно действовать. Потому что вот как будто вы делали все как все. Ждали, вот, чтобы разрешилась какая-то ситуация. Или, может быть, вкладывались во что-то, да, и думали, что это вот так все делают, и я так сделаю, у меня получится. Но это все длилось долго, 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 никак не могло разрешиться, да. А потом бац, вам придет новая идея, как это сделать. Совершенно не так, как все, не так, как вы делали, не так, как там кто-то что-то доказывает. Сделайте по-другому, по-своему, и все. И эта ситуация разрешится. И не нужно будет больше ждать. Как-то все разрешается, бац, и все. И вы будете очень довольны, да. И тут как будто новая жизнь начинается. Все переворачивается с ног на голову. Нужно привыкать к новому. Нужно доказывать что-то там, куда-то идти в неизведанное. Ну, рядом будет человек, который вам поможет, так что не переживайте, у вас все получится, получится добиться. Ограничения спадут, ограничения. Да, и вы, получается, ну, желанное что-то получается. Здесь кто-то может получить мужчину. То есть, даже если у вас есть мужчина, то вы можете начать жить вместе, тут можете даже забеременеть, поэтому будьте осторожны. Или вы можете получить, когда какое-то свое дело пойдет в развитие. Вы чего-то хотели, не получалось, были какие-то ограничения спадают, и все, ваше дело идет, реализовывается, получается вдруг так, раз и все. Да, вы как будто получаете желаемое. В этот период вам нужно понять, что разочарование и победы не мешают наслаждаться жизнью. То есть то, что происходит, оно происходит. Но что какие-то ситуации случаются, они вас чему-то учат. Это обучающий процесс. Если так получилось, вы чему-то научились, пошли дальше. Но не забывайте про себя, про любовь, про чувства, что бы ни происходило. То есть совершая какие-то рывки победы или там войнушки с кем-то, да, когда вы с кем-то там что-то доказываете, или непонимания какие-то происходят, не забывайте о себе, о любви. Здесь так, первая позиция, все. Подсказку вам, да? Подсказку посмотрим. Ну, знаете, судьба на вашей стороне. Если вас ждет какой-то переезд или изменение, это как бы это вам не избежать. Вот, не избежать. И знаете, и подстраивайтесь под ситуацию. Учитесь чувствовать людей, чувствовать ситуацию. То есть, когда не нужно нарываться, чувствуйте, не нужно подливать масло в огонь. И чувствуйте тогда, когда можно воспользоваться ситуацией. Вот здесь так. Спасибо, единички. Давайте будем смотреть вторую позицию. Привет, двоечки. Давайте будем смотреть для вас. Так. Что у вас на пороге, двоечки?
Какая-то нестабильность. Вы долго ждете, да, и все это нестабильно. Вот какая-то ситуация такая вот непонятная, она разрешится наконец-то. То есть вот вы чего-то ждали, ждали, вот опять же, да, вот тут какое-то ожидание происходит, которое, когда ничего не понятно, когда приходится ждать, тянуть, надо что, ну, то есть обстоятельства так складываются, да, что нужно подождать, держит вас в подвешенном состоянии, вам это не нравится. И знаете, это разрешается. Вот эти обстоятельства, вот это все подвешенные ожидания, все это все закончится. Наконец-то вы перестанете ждать, и тут начнут события развиваться. События, которые будут двигать вас к вашей мечте. О, здесь кто-то мечтает, знаете, может быть, здесь кто-то мечтал. Но ждал, да, и что-то непонятное было в жизни. Все это заканчивается, и вот ваша мечта была встретить, например, своего мужчину или какое-то свое дело, устроиться на работу, и там все было закрыто, ограничения, вы не видели друг друга, не могли встретиться, все такое, да, то есть не было вот этого мужчины в вашем окружении, то здесь наконец-то это ограничение разрешается, это все спадает, и, в общем, в вашу жизнь ворвется мужчина. Или ограничения спадают, если вы по карьере хотели, да, то вы сможете продвинуться в карьере, вас увидят наконец. Вот эти ваши достижения, да, вас увидят, вы станете заметны. Потому что сколько бы вы ни прикладывали усилий, вас не видели. Как будто вы были закрыты. Ну, не видят вас, не замечают, не ценят. А тут бац, как будто шторка упадет, вас увидят. Да, и встреча произойдет, если вы хотели мужчину. Ой, ну будет очень классно. Здесь как будто та любовь, которую вы давно ждали. Вот этот мужчина сможет вам дать то, что вы хотели, то, что вам нужно. То, о чем вы мечтали, возможно, думали, что такого, как будто, ну, ах, только мечты. Это уже, наверное, может только в кино быть, реально не может. Но это вы дождетесь наконец-то. То есть вам не нужно ждать, вы реализовываетесь, конечно, но как будто здесь судьба сама повернется так и даст вам шанс, неожиданно вы встретитесь, неожиданно произойдет встреча. Так же, как и кто-то с реализацией хотел, неожиданно вас увидят, неожиданно будет появится шанс какой-то, предложение. Да, помощь придет вовремя, оттуда, откуда вы, возможно, не ждали, но она придет, вам помогут, и ваше дело двинется с мертвой точки. Здесь вы будете очень довольны, очень, да, потому что здесь как будто, если это касается вашего дела или работы, то здесь будет процветание, достаток, здесь будет расширение, здесь будет увеличение дохода, если вы хотели, клиенты придут, новые возможности. Если вы хотели мужчину встретить, то тут очень быстро все как-то закрутится и будет предложение руки и сердца. Вы очень быстро сможете, знаете, воссоединиться и тут как будто вот быть вместе. Вот, ну, вот такое вот. Да, будущее наконец-то к вам придет, и в будущем вам не нужно что-то добиваться, что-то доказывать. В будущем вы можете быть собой, вы можете быть чувствительной, ранимой, капризной. Да, не нужно бояться этого. Вы не будете бояться быть собой. Независимой тоже, вот знаете, свободной. Вы не будете бояться свободной. Да. Энергии будет у вас очень много. У вас будет внутренняя гармония, вам не нужно будет никому ничего доказывать. Вам не нужны никакие, вот, знаете, самоутверждаться нигде, ни на гулянках, ни на встречах, ни перед другими людьми, чего-то доказывать там. Нет, вы не будете. У вас как-то будет внутренняя гармония, стабильность, вам будет так хорошо, и не нужно будет ни за что переживать. Вам нужно знать, пора, если вы хотите какую-то работу, да, что-то новое изучить, поменять какую-то сферу деятельности вообще в другое, во что-то, да, работу поменять кардинально, не место работы, а просто саму специфику, вообще то, чем вы занимаетесь, да, то вам нужно знать, что вы можете этому научиться, и вам нужно, знаете, вам должно это нравиться. Вот так, подходите к этому с удовольствием. Не закрывайтесь от мира, не закрывайтесь от возможностей, потому что здесь как будто, не знаю, так это было или сейчас? Было, будет. Нет, будет стабильность.
Да, будет стабильность, все будет нормально тут. Так, ну вот тут вот так вот. Сейчас посмотрим. Катюша хотела посмотреть, ты еще. Я просто не помню. В первой позиции я смотрела подсказку вам, подсказку. Ну, то, что ну, тут какая подсказка? То, что закончится внутренняя борьба, закончится какое-то конкурирование, закончится вот это вот доказывание всему миру, что вы чего-то можете, чего-то стоите. Вам не нужно будет никому ничего доказывать. Вам не нужно будет вот это вот, чтобы вас заметили. Это и так произойдет. Спасибо, вторая позиция. Давайте будем смотреть третья позиция. Что у вас на пороге? Третья позиция. Здесь какое-то движение. Здесь очень много энергии будет какая-то идея у вас загорится. Вы захотите чего-то достигнуть, может быть, дом купить, может быть, много денег заработать, может, замуж выйти, не знаю, какая-то идея такая вот будет, да, какую-то стабильность, чтобы у вас была стабильность в жизни. Вот вы загоритесь и начнете реализовывать. Возможно, кто-то захочет, да, чтобы в семье появились дети, вот будет ребенок, девочка, возможно. Вот. Здесь говорят, не закрывайтесь, не нужно много ждать. Ну, то есть, как будто, знаете, как будто поехать на отдых, мне говорят. Потому что здесь все время борьба. Если вы хотите, да, новый проект реализовать, или ребенок там, да, чтобы появился в вашей жизни, то здесь не нужно бороться вот эти вот с какими-то препятствиями, с чем-то таким вот, чего-то добиваться. Здесь нужно просто поехать отдыхать. Много думаете. Да. Есть какое-то может прийти предложение от мужчины. Здесь не обязательно те, кто хотел ребенка, да, кто-то хотел свое дело, что-то новое, а кто-то хотел флирта, может быть, новых отношений, да, что-то. То здесь появится мужчина с предложением с новым, который может помочь в реализации ваших планов. Но здесь говорят, будь аккуратен, если ты хочешь новые отношения, то будь аккуратен. Может быть, что-то неизвестное, что-то он будет не договаривать. Вот, поэтому ну вот с этим с новым человеком будь аккуратен, потому что, возможно, то, что он будет предлагать, это не стоит внимания, и вам будут лапшу на уши вешать. Поэтому будьте аккуратны с человеком, с которым вы хотите создать что-то стоящее, долговечное, долгосрочное, да. А вот вас предупреждает, это новый человек, вот вы его не знаете, но появится в вашей жизни. Да, ну здесь, скорее всего, вы его отсечете, да, и пойдете дальше к своим мечтам там. Или, может быть, предложение какое-то этот человек, да, вам предложит, вам говорят, ну, не стоит это принимать. Здесь, возможно, какое-то мероприятие, если вы в браке, то какое-то мероприятие вас ожидает, какой-то праздник, что-то будете отмечать. Если вы не в браке, то здесь может, знаете, на вечеринке на какой-то познакомитесь с мужчиной, с которым сможете реализовать какое-то дело, какой-то проект. С ним не будет ссор, недопониманий. Нет, с ним наоборот будет какая-то стабильная работа, стабильный проект, все понятно. Будете вкладываться, или, может быть, это отношения, да, вы будете строить свои стабильные отношения, или это будет связано с какой-то профессиональной деятельностью, что-то будете строить. С ним можно построить стабильность. Какой-то стабильный, железобетонный, монолитный такой, знаете, прям вот конкретно человек. Это, кстати, вы можете начать строить какой-то проект с мужчиной, который будет вашим мужем. Прям официальные отношения. И здесь, знаете, будет все четко, понятно, ясно, без обмана. Здесь еще говорят, отдыхайте с семьей больше. Отдыхайте больше с семьей. С теми, кто вам дорог, кому вы дороги, кто вас любит. С теми, кого вы считаете своими родными. Они могут быть не родные по крови, но они для вас как родные люди, которые, вот, знаете, ну, как родня, хоть и не родня, но, может быть, это и родственники, которые вам очень близки, которых вы очень любите и понимаете. Подсказка вам. Не бойтесь изменений, принимайте изменения, которые будут происходить в вашей жизни.
Потому что все будет меняться, по-старому будет не получаться, тут какие-то новые энергии будут, и вам нужно будет подстраиваться, перестраиваться под новые. Поэтому не бойтесь, подстраивайтесь, да, меняйтесь, не закрывайтесь. Уходите от страхов каких-то, от своих. И не общайтесь с теми мужчинами, которые не выбирают вас, которые хотят сожительствовать или которые говорят, вот, и там еще не свободен, что такое. То есть не тратьте свое время зря с такими мужчинами, понимаете, говорят вам об этом. Потом очень долго будете выходить, восстанавливаться. Вот. Ну все, спасибо, троечки. Всем спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, нажимайте лайки. Увидимся с вами в следующем видео. Пока.